Привет! Представляем вам краткую сводку последних событий, чтобы вы были на 100% готовы к новым главам истории Хань Ли. Наша троица героев не просто пережила смертельную схватку со всемогущим божеством и сорвала гигантский куш, но и умудрилась стать мишенью номер один для самой опасной фракции в этом мире. Так вот, во-первых, их выживание буквально висело на волоске. Хань Ли с союзниками угодили в жуткую ловушку могущественного врага Гу Цзэ и спаслись лишь благодаря активации древнего защитного артефакта. И хотя сам противник был уничтожен, перед смертью он успел поклясться в жестокой мести, натравив на наших ребят невероятно влиятельный клан бессмертных. Во-вторых, Хань Ли тут реально перехитрил всех, публично отказавшись от самого лакомого куска – золотого котла, прекрасно понимая, что на нем могут быть магические метки для слежки. Вместо этой блестящей ловушки он забирает редкие материалы и неприметную фиолетовую шкатулку, скромно умолчав от остальных, что уже догадался, как именно ее вскрыть. Но и в-третьих, настало время грамотно залечь на дно. Четко осознавая, какая гигантская мишень теперь висит у него на спине, Хань Ли возвращается в свою секту и наглухо закрывает гору для любых посетителей. Раздав припасы верным людям, он специально выбирает максимально отдаленную миссию, чтобы втайне переждать эту надвигающуюся бурю. В общем, с нераскрытой шкатулкой на руках и смертельным врагом на хвосте, Хань Ли начинает невероятно опасную игру в прятки. А теперь слушаем дальше. Глава 256. Вмешательство. Вскоре он оказался в пещере, где находилась подземная огненная жила. Воздух во всей пещере был все еще наполнен палящей аурой, а расплавленная лава непрерывно бурлила в подземном озере лавы. Время от времени пузырь на поверхности озера лавы лопался, издавая звук, похожий на раскат грома. Формация, которую он установил, все еще парила над озером, но все флаги формации стали тусклыми, указывая на то, что формация уже некоторое время не функционирует, а огненно-красный кокон в центре массива также нигде не было видно. Хань Ли немедленно попытался связаться с сущностью огненного ворона через их духовную связь, и из озера тут же донесся отчетливый крик. Сразу же после этого поверхность озера начала вздуваться, после чего из нее выскочила серебряная фигура, прежде чем устремиться прямо к Хань Ли с необычайной скоростью, испуская палящую ауру. Серебряная фигура врезалась прямо в Хань Ли, послав по его груди волну жгучей боли. Прежде чем он успел протянуть руку, серебряная фигура превратилась в крошечную человекоподобную фигуру ростом не более 60 сантиметров, и она быстро и проворно облетела его по кругу. К большому ликованию Хань Ли он обнаружил, что серебряная фигура образована никем иным, как сущностью огненного ворона, и в этом облике он напоминал ребенка 5-6 лет. Мало того, что его аура полностью превзошла свой пик, когда он был в царстве духов, даже его глаза, образованные пламенем, сверкали интеллектом, ясно указывая на то, что он значительно продвинулся, и он, скорее всего, будет продолжать быстро прогрессировать, если продолжит совершенствоваться здесь. Крошечная серебряная фигура некоторое время танцевала вокруг Хань Ли, а затем внезапно превратилась в огненный шар, прежде чем подняться и опуститься на ладонь Хань Ли, где она снова приняла форму маленького ребенка. Хань Ли нежно погладил крошечную серебряную фигурку по голове, и, казалось, она наслаждалась его прикосновением, прищурив глаза от удовольствия, когда терлась головой о его руку. «Это место явно сотворило с тобой чудеса, но мне придется на некоторое время уехать, и я не знаю, когда смогу вернуться, так что мне придется взять тебя с собой», — сказал Хань Ли, и было неясно, говорит ли он сам с собой или объясняет ситуацию сущности огненного ворона. К его удивлению, сущность огненного ворона, казалось, понял его, и он издал радостный крик, превратившись в огненно-серебряную птицу, которая взлетела прямо вверх. После этого он покружил в воздухе, прежде чем спикировать вниз и в мгновение исчезнуть в теле Хань Ли, готовый следовать за ним, куда бы он ни пошел. На лице Хань Ли появилась легкая улыбка, увидев это, и он убрал формацию и стер все следы своего пребывания здесь, прежде чем повернуться, чтобы уйти. Выйдя из пещеры, он отправился на тыквенный пик, а не вернулся в свою пещеру. Получив так много трав рогатого дракона из браслета для хранения пин-йоци, пришло время начать попытки изготовить пилюли весеннего дождя, и поскольку он собирался покинуть секту, он должен был приобрести рецепт пилюли весеннего дождя до своего отъезда.
Только поздно ночью он вернулся в свою пещеру, никого не предупредив, и собрал все духовные травы из своего сада, которые достигли достаточной зрелости, а затем также извлек странный каменный котел, который ему предоставил король обезьян, прежде чем покинуть до пылающего дракона. Полгода спустя. Полоса лазурного света упала с неба над массивной горой в северном регионе континента древних облаков, и она тяжело врезалась в вершину горы, в результате чего половина горы рухнула с грохотом. После того, как пыль улеглась, на рухнувшей вершине горы был обнаружен мужчина средних лет с холодным выражением лица, одетый в древние лазурные доспехи с золотыми узорами на поверхности. Доспехи не сильно светились, но выглядели чрезвычайно прочными и крепкими. Этим мужчиной был никто иной, как Гао Цзэ. Под его левым ботинком лежал дородный мужчина в одеянии внешнего старейшины до пылающего дракона, и из уголка его рта лилась кровь, когда он отчаянно умолял: «Пожалуйста, пощадите меня, старший». Я, честно говоря, понятия не имею, кого вы ищете, однако терпение Гао Цзэ лопнуло, и он указал пальцем прямо в точку между бровями дородного мужчины. Из кончика его пальца вырвалась нить лазурного света, прежде чем исчезнуть в голове дородного мужчины, и тот издал глухой стон, прежде чем тут же потерять сознание. Спустя мгновение Гао Цзэ отдернул палец, а затем холодно фыркнул, ударив ладонью по голове дородного мужчины, заставив ее мгновенно взорваться, как арбуз. В результате была обнаружена золотая зарождающаяся душа, все тело которой было опутано массой лазурных нитей. Золотой свет, исходящий от тела зарождающейся души, постепенно тускнел, пока не исчез полностью, после чего зарождающаяся душа распалась в небытие. Гао Цзэ остался стоять на месте с задумчивым выражением лица, казалось бы, что-то обдумывая. Спустя мгновение он взмахнул рукой, и в воздухе перед ним появились 7 или 8 синих масок. Он протянул руку к останкам дородного мужчины, и из его тела вылетела лазурная маска лошади, присоединившись к другим маскам, парящим в воздухе. Мне наконец-то удалось раскопать что-то полезное. Похоже, они действительно находятся в до пылающего дракона, пробормотал Гао Цзэ себе под нос, осматривая маску, а затем протянул руку, чтобы сделать хватательное движение одной рукой, и маска, парящая перед ним, мгновенно рассыпалась в порошок. Сразу же после этого он исчез с места во вспышке лазурного света. Несколько месяцев спустя, в уединенной долине в восточной части горного хребта Колокольного звона. У входа в долину находился массивный ров шириной 30 метров, который простирался до самого конца долины. Весь снег и лед в рву растаяли, открывая скалистую черную поверхность под ними, и на камнях даже росло много пятен мха и низкой травы. На скале в самой глубине долины находилась худая фигура, которая была плотно привязана к скале позади нее массой лазурных лоз. Темно-красная линия крови тянулась от его головы до туловища, и его тело, скорее всего, раскололось бы на части, если бы не лозы, удерживающие две половинки вместе. Лицо мужчины было очень непримечательным, но у него была пара крошечных крысиных глаз, которые были довольно запоминающимися. В этот момент Гао Цзэ парил перед ним, держа в руке мерцающую золотую зарождающуюся душу, и зарождающаяся душа изо всех сил пыталась вырваться, но безуспешно. «Кто те люди, которые убили Пин Йоцзе вместе с тобой в тот день, и где они сейчас?» — спросил Гао Цзэ. «Даже если вы старейшина Дворца Бессмертных стадий Золотого Бессмертного, вы не имеете права врываться в до пылающего дракона. Наши лорды не позволят вам уйти от ответственности». Голос зарождающейся души был полон ужаса и прерывался, но он все еще надеялся запугать Гао Цзэ, упомянув до пылающего дракона. «Я знаю, что в твоей зарождающейся душе есть ограничение, которое не позволяет мне применить технику поиска души силой, но я уверен, что ты слышал о технике посадки зарождающейся души, верно? У меня здесь есть первоклассная почва темной воды, и если я посажу твою зарождающуюся душу в нее. А мне очень интересно посмотреть, что произойдет, холодно усмехнулся Гао Цзэ. Золотая зарождающаяся душа содрогнулась от ужаса, услышав это. Техника посадки зарождающейся души была восстановительной техникой, используемой для выращивания поврежденных зарождающихся душ путем посадки их в духовную почву, но если зарождающуюся душу посадить в зараженную почву, то это станет чрезвычайно ужасным методом пыток. Как только зарождающуюся душу посадят в зараженную почву, она будет постоянно подвергаться самой мучительной боли, которую только можно себе представить, пока в конце концов не станет частью почвы. Этот процесс займет бесчисленные годы, и он был совершенно необратим, лишая владельца зарождающейся души любого шанса на реинкарнацию. Зарождающаяся душа молчала, и на лице Гао Цзэ появилась холодная улыбка, когда он сказал: «Похоже, ты решил испытать мое терпение». Затем он перевернул ладонь, извлекая курильницу, в которой не было палочек благовоний. Вместо этого она была наполнена каким-то черным грунтом, похожим на жир, и испускала зловонный запах, который должен был быть свойственен только разлагающимся телам.
Золотая зарождающаяся душа была еще больше напугана, увидев это, и поспешно закричала: «Я все расскажу». Эти двое, на самом деле он не знал, кто такие Целинь-9 и Змей-15, но перед лицом угроз и абсолютной власти Гао Цзэ у него не было выбора, кроме как рассказать Гао Цзэ все, что он знал, а также свои догадки о личностях Целиня-9 и Змея-15. Выслушав то, что сказала зарождающаяся душа, на лице Гао Цзэ появилась зловещая улыбка, когда он резко сжал руку и раздавил зарождающуюся душу. Затем он сделал манящее движение другой рукой, и браслет для хранения Целиня-17 влетел в его ладонь. Уделив немного времени усовершенствованию браслета для хранения, он взмахнул рукой, и перед ним мгновенно появились золотой котел для пилюль и лазурная маска крысы. Гао Цзэ поднял руку, чтобы погладить золотой котел, и на его поверхности мгновенно появились серии рун сокрытия, высвобождая лазурное свечение и спуская поток своеобразных колебаний. Я впечатлен тем, что он смог скрыть большую часть метки, которую я оставил на этом котле. Неудивительно, что я смог отследить котел только до континента древних облаков, но не смог точно определить его местоположение, размышлял Гао Цзэ, приподняв бровь. После этого он убрал котел, маску и браслет для хранения, прежде чем полететь глубже в до пылающего дракона. Почти месяц спустя лазурная фигура летела по воздуху над обширной снежной равниной недалеко от центрального региона до пылающего дракона. Позади нее был массивный белый цветок снежного лотоса, который двигался с еще большей скоростью, и он неуклонно приближался к лазурной фигуре. В цветке снежного лотоса возлежала пышногрудая женщина в белоснежном платье. На ней была малиновая маска лисы, которая закрывала ее лицо, оставляя все на воображение смотрящего, а также придавая ей ауру таинственности. На точке между бровями маски была выгравирована цифра 3 в виде своеобразной руны. Расстояние между лазурной фигурой и цветком снежного лотоса неуклонно сокращалось, и внезапно они оба остановились, пока их все еще разделяло несколько километров. Женщина в белом продолжала лежать в своем цветке снежного лотоса, положив голову на ладонь, а в другой руке она держала белый цветок, бросая соблазнительный взгляд на Гао Цзэ. «Я не хочу с тобой драться, но это не потому, что я боюсь тебя. Я бы посоветовал тебе не испытывать мое терпение», заявил Гао Цзэ холодным голосом, переводя взгляд на женщину в цветке снежного лотоса. «Я же не тигрица, которая собирается тебя съесть, так что, конечно, у тебя нет причин меня бояться. Однако, как старейшина Северного Ледникового Дворца Бессмертных, вы ворвались в наши до пылающего дракона и устроили массовые убийства без каких-либо объяснений. Может быть, вы думаете, что наши до пылающего дракона боится вашего Дворца Бессмертных?» Спросила женщина. «Вы сейчас носите маску гильдии странников, но продолжаете упоминать до пылающего дракона. Разве вы не вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам никакого отношения? У вас нет ничего лучше, чем тратить свое время». Холодно усмехнулся Гао Цзэ. «По правде говоря, в последнее время мне было довольно скучно, и ты как раз появился в этот момент», вздохнула женщина. Ее голос был приятен, как теплый весенний ветерок, а еще в нем было что-то соблазнительное, что поразило разум Гао Цзэ оцепенением. Глава 257. Возврат долга. «Как ты смеешь пытаться околдовать меня?» Взревел Гао Цзэ громовым голосом, который мгновенно заглушил смех женщины. Щелчком запястья он вызвал поток пространственных колебаний перед собой, и из воздуха вылетел лазурный летающий меч, устремившись прямо к женщине. Женщина, казалось, ничего не сделала в ответ, но цветок снежного лотоса под ней внезапно начал светиться ослепительным сиянием, и перед ней, как щит, поднялся девственно чистый лепесток цветка. Раздался резкий лязг, когда кончик лазурного летающего меча вонзился примерно на 2 сантиметра в лепесток цветка, но дальше он продвинуться не смог. Гао Цзэ сделал ручную печать и начал читать заклинание. Увидев это, и руны на лазурном летающем мече внезапно загорелись, а на кончике летающего меча появилась крошечная точка лазурного света размером с рисовое зерно, испуская сильную ауру атрибута дерева. Когда появилась точка лазурного света, весь лепесток цветка начал превращаться из белоснежного в светящийся нефритовый цвет, и внезапно точка лазурного света резко засияла, после чего из нее вырвалась полупрозрачная лазурная нить. Лазурная нить была тонкой, как прядь волос, и казалась чрезвычайно хрупкой, но она была поразительно быстрой и мгновенно пронзила лепесток цветка, прежде чем устремиться в сам цветок. Выражение лица женщины в маске слегка напряглось, увидев это, и она взмахнула белым цветком в руке в сторону лазурной нити. Раздались 2 глухих удара, когда лазурная нить пронзила 2 слоя лепестков цветка, прежде чем рассеяться, а 2 белых лепестка цветка, которые держала женщина, почернели, прежде чем увянуть и отделиться от цветка.
Разве ты не знаешь, что с женщинами нужно быть нежным? Женщина в маске с недовольным выражением лица нежно погладила белый цветок, а затем встала и щелкнула пальцем по кончику лазурного летающего меча, который вонзился в лепесток цветка снежного лотоса. Лазурный летающий меч мгновенно сильно задрожал, как будто по нему нанесли сильный удар, а затем отлетел по воздуху, прежде чем приземлиться в ладонь Гаоцзы. Как только Гаоцзы сжал рукоять летающего меча, он тут же почувствовал зуд в ладони и, посмотрев вниз, обнаружил, что рукоять летающего меча покрыта каким-то розовым порошком. Прежде чем он успел отпустить меч, из розового порошка внезапно вылетели бесчисленные яркие и разноцветные бабочки, быстро окутав все его тело. Брови Гаоцзы слегка нахмурились, увидев это, и яркий лазурный свет вырвался из всех узоров на его доспехах. Из его доспехов мгновенно появилась серия тонких лазурных лос, которые распространились во всех направлениях, поглощая всех бабочек и уничтожая их в мгновение ока. Однако затем он с удивлением обнаружил, что женщина в маске и белый цветок снежного лотоса исчезли, и даже их ауры полностью испарились. Он быстро огляделся, но обнаружил, что вокруг него ничего нет, и даже снежная равнина внизу исчезла. Такой иллюзии будет недостаточно, чтобы поймать меня. Усмехнулся Гаоцзы, затем закрыл глаза и начал читать заклинание. Пока он это делал, в его руке появился проблеск лазурного света, и все узоры на его доспехах и летающий меч в его руке загорелись в унисон, высвобождая поток ослепительного зеленого сияния. Спустя мгновение его глаза распахнулись, и он схватил свой меч обеими руками, прежде чем взмахнуть им вниз с силой. 7 массивных лазурных проекций мечей, каждая из которых была высотой более 3 километров, появились за ним во вспышке, а затем рухнули вниз, как падающие горы. В воздухе раздалась серия оглушительных взрывов, когда 7 проекций мечей одна за другой рухнули вниз, заставив все пространство сильно содрогнуться. Однако после того, как подземные толчки наконец утихли, его окружение осталось совершенно пустым, и ничего не изменилось. Выражение лица Гаоцзы наконец-то слегка изменилось, увидев это, и только сейчас он понял, что, похоже, находится в пространстве абсолютной пустоты. Как раз в этот момент в окружающем пространстве раздался голос женщины в маске: «Я не думаю, что нам нужно продолжать нашу битву дальше этой точки, собрат Даос Гао. Как насчет того, чтобы сейчас сесть и поговорить? О чем вы хотите поговорить?» — спросил Гаоцзы. «Я уже собрала некоторую информацию о ситуации, и похоже, что люди, которых вы ищете, просто выполняли задание для гильдии странников, так что они ничего плохого не сделали», — сказала женщина в маске. «Это абсурд. Они убили культиватора стадии истинного бессмертного нашего Дворца Бессмертных, который с большой вероятностью мог стать мастером небесных пилюль, а вы говорите, что они ничего плохого не сделали. В таком случае, разве я тоже не в своем праве искать мести за Пин Йоци?» — возразил Гаоцзы разъяренным голосом. «Это правда, что вы тоже не виноваты, за исключением того, что они убили только одного члена вашего Дворца Бессмертных, а вы уже убили гораздо больше, чем одного члена до Пылающего Дракона. Я правильно говорю?» — спросила женщина в маске. «Как эти люди могут сравниться с Пин Йоци?» — усмехнулся Гаоцзы. «Это ваша точка зрения на этот вопрос. С моей точки зрения, вы уже зашли слишком далеко, и вам пора остановиться», — ответила женщина в маске спокойным голосом. «Я не прекращу преследовать это дело, пока остальные 2 преступника тоже не умрут». Холодно фыркнул Гаоцзы. На лице женщины в маске наконец-то появилось холодное выражение, и она сказала: «Я готова вести с вами переговоры только потому, что вы являетесь членом Северного Ледникового Дворца Бессмертных. Если вы будете продолжать быть таким грубым и неразумным, то, даже если я не смогу убить вас здесь, я смогу хотя бы запечатать 12 ваших бессмертных акупунктурных точек и серьезно подавить вашу силу. Дворец Бессмертных не собирается объявлять войну одновременно и до Пылающего Дракона, и гильдии странников из-за такого золотого бессмертного, как вы. В противном случае вы бы не пришли сюда один». Услышав это, Гаоцзы наконец-то замолчал. «Я могу закрыть глаза на людей, которых вы убили до этого момента, если вы не пойдете дальше. Если вы знаете, что для вас хорошо, то вам следует немедленно покинуть континент Древнего Облака». Голос женщины в маске становился все тише и тише, и внезапно над Гаоцзы появился поток света, после чего несколько массивных лепестков цветка раскрылись, чтобы выпустить его из пространства, в котором он был заперт. Сразу же после этого гигантский белый цветок снежного лотоса исчез на месте во вспышке белого света. Гаоцзы некоторое время парил в воздухе с задумчивым выражением лица, а затем, наконец, улетел на север полосой лазурного света. Полдня спустя, в безымянном горном хребте вда Пылающего Дракона. Внутри горы находился большой круглый алтарь, вокруг которого стояло 8 черных каменных столбов.
На каждом каменном столбе стояла зажженная жаровня, в которой горело какое-то масло, испуская кроваво-красное свечение, освещавшее все окружающее пространство. Высокая и широкая фигура в черном плаще с лазурной маской оленя на лице расхаживала взад-вперед по алтарю, потирая руки, выглядя довольно встревоженной и взволнованной. Это был никто иной, как Целинь-9. Он уже слышал обо всех членах гильдии странников, которые были убиты на территории до Пылающего дракона, и через свои источники в гильдии он сделал вывод, что старейшина Северного Ледникового дворца бессмертных стадий Золотого Бессмертного несет ответственность за все убийства. Первоначально он планировал найти предлог, чтобы покинуть секту и отправиться в какой-нибудь уединенный регион, вернувшись в секту только после прорыва на стадию Золотого Бессмертного, но как раз в тот момент, когда он собирался отправиться в путь, он получил сообщение от высокопоставленного члена гильдии странников, в котором ему было поручено оставаться в этой горе в горном хребте колокольного звона ради своей собственной безопасности и ждать дальнейших новостей. Однако уже прошел почти год без единой информации, и он начал довольно сильно волноваться. Как раз в этот момент в центре алтаря появилась вспышка белого света, и появился белый цветок снежного лотоса, прежде чем расцвести, открывая женщину в белом платье. Лорд Да Юнь, то есть старший Целинь-3, поспешно поприветствовал Целинь-9. Вопрос, касающийся Гу Цзэ, уже улажен, но я бы посоветовала вам не ступать на континент адского мороза в течение следующих 1000 лет, равнодушным голосом заявила женщина. Спасибо, старший Целинь-3, поспешно сказал Целинь-9 почтительным голосом, низко кланяясь. Я отплатила тебе за услугу, которую была тебе должна, и больше не буду вмешиваться, даже если ты впредь будешь попадать в какие-либо неприятности, так что постарайся быть более осмотрительным в своих будущих решениях, сказала женщина, а затем исчезла с места во вспышке белого света. Целинь-9 мог лишь в ответ поклониться с кривой улыбкой на лице. После этого он снял свою оленью маску, и его тело резко уменьшилось, превратившись в невысокого и коренастого мужчину в роскошном золотом одеянии. Это был никто иной, как Сюншань. К востоку от континента Древнего Облака находилось глубокое синее море, которое не замерзло окончательно. В этом регионе моря находился кольцеобразный коралловый остров, под которым находился ров глубиной более 30 километров. На дне рва находился серый каменный монумент высотой более 30 метров, который был изрешечен отверстиями разной глубины и размера от эрозии окружающей морской воды. Кроме того, он был покрыт слоем черных водорослей, из-за чего выглядел идентично средней скале на морском дне. Как оказалось, этот серый каменный монумент на самом деле был входом в секретную зону под юрисдикцией до Пылающего дракона. На Белой каменной площади, парящей в воздухе над пышной горой в пределах секретной зоны, стоял Хань Ли, который смотрел вдаль, положив руки на перила перед собой. Он мог видеть ряд высоких гор, покрытых пышным подлеском, все из которых были подвешены в воздухе. Основания гор были полностью отделены от земли, из гор в серый туман внизу спускались только бесчисленные пышные зеленые лозы. Эта секретная зона была заполнена тысячами таких парящих гор, и вся зона была наполнена обильной изначальной ци мира. Все горы были усеяны всевозможными первоклассными духовными травами, в том числе теми, которые были необходимыми ингредиентами для изготовления различных видов земных пилюль. Под этими парящими горами находился бездонный каньон, наполненный туманом, в котором обитало множество странных гуманоидных существ с серовато-белой кожей. Не было никаких книг или записей, которые бы давали этим существам какие-либо имена, поэтому те, кто находился в до Пылающего дракона, называли их белыми призраками. При нормальных обстоятельствах эти белые призраки не покидали каньон, чтобы отправиться на парящие горы, но раз в несколько лет туман внутри каньона выплескивался и поднимался к парящим горам наверху без всякого предупреждения. Всякий раз, когда это происходило, большое количество белых призраков выбегало из каньона, прежде чем взбираться на парящие горы, чтобы пожирать духовные растения, растущие на них, и всякий раз, когда какие-либо культиваторы пытались остановить их, происходили битвы. Эти белые призраки не были так уж и грозны по отдельности, но их было очень много, и они не заботились о своей собственной безопасности, поэтому ни культиваторы, ни белые призраки не смогли одержать верх во время крупномасштабных конфликтов, которые возникали между двумя странами на протяжении всей истории. Чтобы раз и навсегда держать этих белых призраков в страхе, один из лордов до Пылающего дракона, который был искусным в искусстве формаций, установил у оснований парящих гор мощные ограничения, которые могли сдерживать поднимающийся туман, тем самым полностью предотвращая вторжение белых призраков. Однако вскоре люди заметили, что без тумана, поднимающегося из каньона раз в несколько лет, количество духовных растений на парящих горах неуклонно сокращалось год от года, до такой степени, что некоторые из более ценных видов духовных растений полностью вымерли. Только тогда культиваторы до Пылающего дракона поняли, что эта секретная зона содержит уникальную симбиотическую экосистему и что в нее нельзя вмешиваться без последствий.
После этого лорд Да снял ограничения, а также был издан указ, запрещающий членам Да Пылающего Дракона вступать в бой с белыми призраками, если только они не появятся на парящих горах в районах, не охваченных туманом. Кроме того, чтобы предотвратить непредвиденные происшествия, в секретной зоне было размещено большое количество учеников стадии пространственного закаливания и марионеток, а также требовалось, чтобы в секретной зоне постоянно присутствовал хотя бы один старейшина стадии истинного бессмертного. Хань Ли в настоящее время служил старейшиной стадии истинного бессмертного, наблюдающим за ходом событий в этой секретной зоне. Глава 258. Открытие коробки. Хань Ли смотрел на уникальный пейзаж секретной зоны с довольно рассеянным выражением лица, и было ясно, что его мысли блуждают где-то далеко. Он был здесь уже больше месяца, и за это время он определил, что единственный способ войти и выйти из этого места через тот единственный вход. Поэтому он установил некоторые ограничения у входа, а также оставил прядь своего духовного чувства, чтобы его заранее предупредили, если Гао Цзэ когда-нибудь придет за ним в эту секретную зону. Конечно, тот факт, что был только один вход и выход, означал, что ему также было довольно трудно сбежать из этого места. Чтобы решить эту проблему, Хань Ли отправился в южную часть континента Древнего Облака, прежде чем приехать сюда, и там он вырезал пещеру на уединенном утёсе недалеко от моря Гросс. Внутри пещеры он использовал 9 кусков древесины сдерживания молний, чтобы установить стабильную формацию молний, которая могла бы способствовать сверхдальней телепортации, а также оставил там духовную метку. В результате, всякий раз, когда он использовал свою формацию молний для телепортации, он мог мгновенно телепортироваться в эту пещеру благодаря духовной метке, которую он там оставил. Даже если бы Гао Цзэ действительно выследил его до этого места, он смог бы мгновенно телепортироваться в пещеру, прежде чем сбежать в море Гросс, и была очень большая вероятность, что он сможет спастись. Однако из-за того, что формация молний постоянно была активна, она постоянно расходовала силу молнии внутри кусков древесины сдерживания молний, поэтому она могла продержаться не более века, прежде чем выйти из строя. «Я сделал все, что мог, так что нет смысла беспокоиться о вещах, которые находятся вне моего контроля», пробормотал Хань Ли себе под нос, а затем повернулся и направился к пещере на другой стороне площади. Вернувшись в секретную комнату в пещере, Хань Ли сел, скрестив ноги, а затем перевернул ладонь, извлекая 2 тонких листа желтой бумаги, которые он начал внимательно изучать. На 2 листах бумаги были рецепты пилюли объединения истока и пилюли весеннего дождя. Чтобы как можно быстрее продвинуть свою собственную базу культивации, ему придется изготавливать большие партии земных пилюль, чтобы ускорить свой прогресс. К этому моменту он уже довольно хорошо овладел изготовлением пилюль объединения истока, достигнув гораздо более высокого процента успеха, чем раньше. Он никогда не изготавливал пилюли весеннего дождя, но был уверен, что это не будет очень сложно благодаря его священной оси мантры. У него также был приличный запас ингредиентов, необходимых для изготовления этих 2 типов пилюль, но чтобы спланировать будущее, он все же посадил большую часть своих семян духовных трав в личном саду духовных трав в своей пещере. Он знал, что даже если он получил 2 рецепта земных пилюль, его тело в конечном итоге начнет вырабатывать иммунитет, если он будет постоянно употреблять одни и те же типы пилюль, и как только это произойдет, пилюли больше не будут такими эффективными, как раньше. Поэтому ему требовался более разнообразный ассортимент рецептов земных пилюль. С этой целью он выпустил задание в гильдии странников, выразив желание обменять ресурсы на рецепты земных пилюль, но рецепты пилюль такого уровня были чрезвычайно редки и драгоценны, и он не смог получить никаких дополнительных рецептов. Внезапно он перевернул ладонь, извлекая фиолетовую нефритовую коробку, ту самую, которая когда-то принадлежала Пин Йоцзе. Тот факт, что коробка так тщательно охранялась кем-то, кто был близок к тому, чтобы стать мастером небесных пилюль, указывал на то, что все, что находилось внутри, должно было быть чрезвычайно ценным, и был шанс, что в ней находилась коллекция рецептов пилюль Пин Йоцзе. Он окинул взглядом узоры на поверхности фиолетовой коробки, а затем перевернул ладонь, чтобы вызвать около дюжины черных флагов, каждый из которых был размером всего около 2 сантиметров. Флаги были сделаны из черного металлического материала со множеством сложных узоров, выгравированных на них. Хань Ли воткнул эти металлические флаги по кругу в каменный пол, а затем поднял палец и начал наносить линии на пол между флагами. Вскоре на земле сформировался крошечный, но сложный массив. Хань Ли поставил фиолетовую нефритовую коробку в центр массива, а затем сделал ручную печать, начиная читать заклинание. Пока он это делал, все узоры на черных флагах и массив, выгравированный на земле, загорелись в унисон. Затем по велению Хань Ли из массива вырвался поток ослепительного света, поглотивший всю фиолетовую нефритовую коробку, и серебряный талисман, который был плотно прикреплен к коробке, внезапно вспыхнул пламенем.
Пламя осветило все узоры, выгравированные на поверхности коробки, придав ей мерцающий и полупрозрачный вид, как будто это был великолепный кусок фиолетового кристалла. Однако Хань Ли не успел оценить ее красоту, поскольку коробка внезапно начала сильно дрожать, а узоры на ее поверхности светились все ярче и ярче, как будто вот-вот расколются. Брови Хань Ли слегка нахмурились, увидев это, и он немедленно активировал свои глаза духовного прозрения. Сделав это, он обнаружил, что на внутренней стороне коробки выгравированы секретные руны, и все эти руны загорелись, инициируя последовательность самоуничтожения, чтобы уничтожить нефритовую коробку и ее содержимое. На нефритовой коробке было 2 слоя ограничений, и если бы кто-то снял только серебряный талисман, секретные руны на внутренней стороне коробки активировались бы, чтобы все уничтожить. В этой напряженной ситуации Хань Ли немедленно вызвал свою священную ось мантры, и она появилась за ним в виде золотого колеса размером около 30 сантиметров, медленно вращающегося в воздухе. Священная ось мантры по его велению начала вращаться быстрее, и она выпустила бесчисленные золотые волны, которые распространились по воздуху во всех направлениях, мгновенно охватив всю окружающую территорию в радиусе 30 метров. Внезапно все в секретной комнате, кроме самого Хань Ли, замедлилось. Руны внутри фиолетовой нефритовой коробки мигали так быстро, что казалось, будто они все это время непрерывно светились, и только теперь, когда они замедлились, Хань Ли обнаружил, что они на самом деле мигают. Он немедленно сделал быструю серию ручных печатей, прежде чем быстро переставить черные флаги обеими руками, создав совершенно новый миниатюрный массив в мгновение ока. После этого новый массив по его велению начал излучать ослепительный свет, и из черных флагов вырвался поток черного света, подобно миниатюрным стрелам, прежде чем устремиться в коробку. Внутри нефритовой коробки свет, исходящий от скрытых рун, погас, и пламя, горящее снаружи коробки, также постепенно уменьшилось. К тому времени, когда пламя полностью погасло, узоры на коробке тоже потемнели, и коробка открылась сама собой с легким треском. Хань Ли вернул священную ось мантры обратно в свое тело, а затем протянул руку, чтобы сделать хватательное движение, притягивая фиолетовую нефритовую коробку в свою ладонь. Он уже установил высокоуровневый ограничительный массив за пределами секретной комнаты, поэтому он не беспокоился, что нефритовая коробка будет содержать какой-то секретный механизм, который раскроет его текущее местоположение. Он заглянул в коробку и обнаружил, что она совершенно пуста, за исключением стопки тонких золотых страниц, лежащих на дне. Хань Ли выпустил свое духовное чувство, чтобы убедиться, что на страницах нет никаких духовных меток, и только тогда взял их для более тщательного изучения. На верхнем листе бумаги древним текстом были написаны слова «пилюля роста», а ниже — рецепт и метод изготовления пилюли. На лице Хань Ли появилось ликование, увидев это. Как он и ожидал, коробка содержала коллекцию рецептов пилюль Пиньоцзы. Кратко прочитав первую страницу в стопке, он пролистал около дюжины страниц, которые шли после первой, и к своему ликованию обнаружил, что большинство из них были рецептами земных пилюль. Включая рецепт пилюли роста, было целых 7 рецептов земных пилюль. Однако это имело для него смысл, после того, как он принял во внимание тот факт, что Пиньоцзы уже обладал способностью изготавливать пилюли до своей гибели. С этими 7 рецептами земных пилюль в дополнение к рецептам пилюли объединения истока и пилюли весеннего дождя ему не придется тратить время и энергию на поиски новых рецептов земных пилюль в ближайшее время. Согласно описанию пилюли, прилагаемому к рецепту, Хань Ли смог без всяких сомнений подтвердить, что флакон желтых пилюль, который он ранее получил от Пиньоцзы, был флаконом пилюль роста. Эти пилюли, похоже, были более высокого уровня, чем пилюли весеннего дождя, и, конечно же, духовные травы, используемые для их изготовления, были чрезвычайно драгоценными. К счастью, эта секретная зона парящих гор была естественной сокровищницей духовных трав, поэтому он мог найти здесь многие ингредиенты, и, учитывая его статус, секта определенно не стала бы преследовать его, если бы он собрал только партию духовных трав, возраст которых не превышает 100 лет. После этого ему просто нужно было вырастить эти духовные травы до нужного возраста с помощью духовной жидкости из флакона контролирующего небеса, а любые ингредиенты, которые он не смог найти, он мог купить с помощью камней бессмертного происхождения. Хань Ли подавил ликование в своем сердце, взяв нефритовую коробку, и он как раз собирался положить все рецепты пилюль обратно в коробку, когда внезапно заметил, что что-то не так с дном коробки. Он перевернул ладонь, извлекая кинжал, тонкий, как лист ивы, а затем вонзил его в край нефритовой коробки, прежде чем осторожно поддеть ее вверх. Раздался слабый треск, и с дна коробки была вырвана фиолетовая нефритовая табличка, гладкая, как зеркало. Нефритовая табличка была не намного толще листа бумаги, и Хань Ли взял ее, прежде чем внимательно осмотреть. При свете огня в секретной комнате он мог видеть, что нефритовая табличка была изрешечена бесчисленными чрезвычайно тонкими рунами, которые были соединены между собой, образуя чрезвычайно сложный узор.
Ханли выпустил свое духовное чувство, чтобы охватить нефритовую табличку, и как только его духовное чувство соприкоснулось с табличкой, из всех узоров на ее поверхности мгновенно поднялся слой золотого света, высвободив серию золотых рун, которые оттолкнули его духовное чувство. После нескольких попыток он все еще не смог добиться никакого прогресса, поэтому он мог только отказаться от этой затеи на данный момент. Дело было не в том, что он не мог силой обойти золотой световой барьер своим духовным чувством. Вместо этого он просто не хотел рисковать сломать нефритовую табличку, поскольку у него было предчувствие, что это что-то довольно ценное. В конце концов, он мог только положить нефритовую табличку обратно в коробку вместе с рецептами пилюль, прежде чем снова убрать коробку. После этого он взмахнул рукавом, и во вспышке света перед ним появился серый каменный котел, прежде чем приземлиться на землю с глухим стуком. Глава 259. Занятие. Каменный котел был тем самым, который он получил от короля обезьян. Обезьянье вино из него уже удалили, но из-за того, что оно находилось в нем уже долгое время, от него все еще исходил слабый винный аромат. Ханли глубоко вдохнул и быстро наложил ряд странных ручных печатей. Из его ладоней последовательно вырвались струи лазурного света и упали на каменный котел, а 8 больших рун, выгравированных на его поверхности, мгновенно засветились серебристым светом. Сработало? Ханли был в восторге, увидев это. Конечно, метод переработки сокровищ, который он получил от Целине-9, оказался эффективным для этого котла. Из его рук стали вылетать новые печати заклинаний, а свет, излучаемый рунами на каменном котле, становился все ярче и ярче. Из котла раздалась череда слабых тресков, и на его поверхности появились узоры, похожие на прожилки листа, а затем и ослепительный серебристый свет. Куски камня отлетали от котла в серебристом свете и падали на землю, в результате чего котел быстро уменьшался в размерах и вскоре стал вдвое меньше своего первоначального размера. К тому времени, когда серебристый свет померк, на месте первоначального каменного котла появился серебряный котел для пилюль со сложными узорами, выгравированными на его поверхности. 8 рун по-прежнему присутствовали, но они стали еще красивее и изящнее, чем раньше. У такого котла должно быть много преимуществ, подумал Ханли, оценивая материал и ауру котла. Он ничуть не уступал золотому котлу Пин-Йоцци. Внезапно из тела Ханли вылетела огненно-серебряная фигурка ростом не более 60 сантиметров. Она прыгнула на землю и тут же уставилась на котел. Оглядев его со всех сторон, фигурка повернулась к Ханли и начала кружить вокруг котла. Ханли улыбнулся и отдал фигурке приказ. Та тут же запрыгнула на крышку котла. Ее круглые щеки раздулись, и из ее рта вырвался огромный столб огня, совершенно несоразмерный размером фигурки. Серебряное пламя изогнулось дугой и метнулось под котел, жадно пожирая его. Волна жара прокатилась по секретной комнате. Вскоре все узоры на серебряном котле засветились, и он постепенно приобрел багровый оттенок. Котел поднялся в воздух и начал слегка покачиваться из стороны в сторону. Маленькую серебряную фигурку, сидящую на крышке, похоже, это сильно заинтриговало, и он перебрался на край крышки котла, покачиваясь вместе с котлом, а его маленькие лапки свесились через край крышки. Взмахнув рукавом, Ханли вызвал дюжину лекарственных трав, включая траву пылающего клубня. Он потер ладони, и травы тут же превратились в порошок. Затем Ханли соединил 2 пальца и поднял их вверх. Крышка котла под маленькой серебряной фигуркой тут же взлетела в воздух. Порошок трав втянулся в котел невидимой силой, после чего крышка с щелчком встала на место. 8 рун на серебряном котле зажглись одна за другой. Серебряное пламя под котлом словно столкнулось с невидимой преградой. Оно закрутилось вихрем, превращаясь в миниатюрный огненный торнадо, окутывающий котел. Огненно-серебряная фигурка на крышке котла превратилась в серебряного огненного ворона и влетела в огненный торнадо, становясь с ним единым целым. Торнадо резко вздрогнул, и жар, исходящий от него, усилился в несколько раз. Глаза Ханли загорелись. С такой скоростью эта партия пилюль будет готова гораздо быстрее. Но вот каким будет процент успеха? Подумал он. Время шло. Ханли время от времени использовал свою священную ось мантры, чтобы ускорить процесс. Котел сиял всеми цветами радуги, но пока что не испускал никакого лекарственного аромата. Примерно через 15 часов радужное сияние котла внезапно погасло, и он снова стал серебряным, за исключением некоторых раскаленных до красна участков. Серебряное пламя вернулось под котел и снова приняло форму огненно-серебряной фигурки, которая приземлилась на плечо Ханли. Раздался громкий лязг, и серебряный котел опустился на землю. Ханли, слегка нахмурившись, подошел к котлу и легонько взмахнул рукавом. Крышка котла отлетела, и по секретной комнате распространился насыщенный лекарственный аромат.
Хань Ли заглянул внутрь и увидел 16 золотых пилюль, от которых все еще поднимались тонкие струйки белого пара. Невероятно! Этот котел не только значительно сократил время, необходимое для изготовления пилюль, но и увеличил их количество. Хань Ли с трудом сдержал ликование, убрал пилюли в нефритовый флакон и взмахнул руки, вызывая новую порцию ингредиентов для следующей партии. Прошло несколько месяцев. Серебряное пламя в секретной комнате погасло, и из-под котла вылетел серебряный огненный ворон. Он превратился в огненно-серебряную фигурку, приземлился на землю, подбежал к Хань Ли и вскарабкался по его одежде на плечо. На лице Хань Ли читалась легкая усталость. Он улыбнулся огненно-серебряной фигурке и подошел к серебряному котлу. Крышка котла отлетела по его воле, и по комнате распространился насыщенный лекарственный аромат. Хань Ли вытянул руку и достал пилюли из котла, чтобы осмотреть их. Они были ярко-зелеными и размером с лонган. Неплохо. 11 пилюль — это гораздо больше, чем обычно получается за один раз, пробормотал он себе под нос и убрал пилюли в белый нефритовый флакон. Внезапно ему в голову пришла мысль. Он сел, скрестив ноги, и достал свою маску гильдии странников, которую тут же надел. На стене секретной комнаты вспыхнул лазурный свет, и появился огромный массив. Хань Ли начал внимательно изучать колонку заданий в левой части массива. Через некоторое время он отвел взгляд и снял маску. На его лице появилось мрачное выражение, и он тихо вздохнул. Он заметил, что все задания, выданные Целинем 17, исчезли. И если исключить крайне маловероятную возможность того, что все задания были отозваны или выполнены, то с ним или его маской гильдии странников что-то случилось. Хань Ли на мгновение проверил духовные метки, которые он оставил у входа в эту секретную зону и на скале возле моря гроз. Обе были целы. Прошло около 12 лет, как одно мгновение. Половину этого времени Хань Ли провел за изготовлением пилюль, а также извлекал кристаллы, содержащие законы времени, с помощью флакона, контролирующего небеса. В этот день несколько десятков молодых мужчин и женщин в одеяниях учеников до пылающего дракона собрались на площади перед входом в пещеру Хань Ли. Хань Ли стоял перед ними и, оглядывая их, называл имена Хучжэнь, Лотан, Синь Суй. Молодые мужчины и женщины, чьи имена были названы, тут же выступили вперед и поклонились Хань Ли. Все они были на пике стадии пространственного закаливания и являлись самыми сильными учениками, размещенными в этой секретной зоне. Я собираюсь на некоторое время уединиться, поэтому поручаю вам заботиться обо всех делах в секретной зоне. Не нужно докладывать мне, если не возникнет ничего важного или срочного, сказал Хань Ли. Да, старейшина Ли, хором ответили ученики. Я оставлю вам секретный талисман. Если вы столкнетесь с ситуацией, с которой не сможете справиться самостоятельно, просто вложите свою духовную силу в талисман, и он прилетит в мою пещеру, чтобы уведомить меня, сказал Хань Ли. Ученики снова ответили утвердительно. Молодой человек со смуглой кожей вышел вперед и принял секретный талисман обеими руками. «Будьте уверены, старейшина Ли, мы будем добросовестно выполнять свои обязанности», — сказал он. Хань Ли кивнул в ответ и махнул рукой. «Хорошо, можете идти». Все ученики поклонились на прощание и улетели, превратившись в полосы света. Почти день спустя гора, на которой находился Хань Ли, начала содрогаться. Столбы лазурного света поднялись к небесам и сошлись, образуя огромный лазурный световой барьер, который охватил всю гору. Внутри недавно вырубленной гигантской пещеры на горе в левой каменной стене находился очаг, а на каменном столе рядом с ним лежали 7 или 8 различных видов духовных материалов. Наиболее примечательными среди них были около дюжины кусков темно-золотого металла размером с человеческую голову и белый камень размером с кулак с множеством узоров в виде лепестков цветка на поверхности. Это были не что иное, как дендробиум золотой эссенции и нефритовый камень облачного сияния. Хань Ли стоял рядом с очагом и держал в руке нефритовый камень облачного сияния, легонько поглаживая его теплую и гладкую поверхность. В течение времени, проведенного в этой секретной зоне, он занимался изготовлением пилюль, не забывая следить за новостями из «До пылающего дракона». Согласно его источникам, Гао Цзэ больше не находился рядом с «До пылающего дракона». «Надеюсь, его прогнал один из золотых бессмертных секты», — подумал Хань Ли. Несмотря на это, он все еще не смел недооценивать гнев золотого бессмертного и не терял бдительности. К этому моменту он уже изготовил довольно большое количество пилюль и планировал вскоре начать их употреблять и возобновить свое совершенствование. Однако перед этим ему нужно было снова усовершенствовать свои зеленые бамбуковые мечи облачного роя. Он указал пальцем вперед, и из его кончика с радостным криком вылетел сущность огненного ворона. Он влетел в очаг и поджег его. В очаге вспыхнуло жаркое серебряное пламя.
Глава 260. Усовершенствование мечей. Хань Ли мягко протянул руку вперед, и нефритовый камень облачного сияния, лежащий на его ладони, медленно взлетел в серебристое пламя, окутанный вспышкой бессмертной духовной силы. Серебряное пламя тут же поглотило камень и начало его сжигать. Время шло, но белый камень сохранял свою первоначальную форму, не проявляя никаких изменений. Хань Ли, невозмутимый, сложил печать и начал читать заклинание. Вокруг очага появились кольца багрового света, а затем начали появляться древние руны. С появлением рун серебряное пламя в очаге взметнулось вверх и окуталось слоем багрового света. Его температура не сильно изменилась, но оно начало испускать своеобразные колебания, которые, наконец, вызвали небольшие изменения в нефритовом камне облачного сияния. Раздалось шипение, и камень начал медленно плавиться в серебряном пламени, превращаясь в капли воскообразной белой жидкости, которые парили в огне. По всей секретной комнате тут же распространился сильный аромат сандалового дерева. Хань Ли тут же отдернул руку, и нефритовый камень облачного сияния, который к этому моменту полностью расплавился, был мгновенно вытащен из огня его бессмертной духовной силой. Затем он протянул другую руку, в которой держал черный каменный флакон с огненно-красными узорами, и использовал его, чтобы собрать расплавленный нефритовый камень облачного сияния. Как только белая жидкость потекла во флакон, на его поверхности тут же загорелся круг рун, и весь флакон стал горячим, как раскаленный кусок металла. На руке Хань Ли появился слой лазурного света, и он запечатал отверстие флакона, прежде чем поставить его на каменный стол рядом с собой. После этого он взмахнул рукой, и кусок дендробиума золотой эссенции взлетел и упал в очаг. На этот раз он не стал складывать печати, чтобы управлять формацией в очаге. Вместо этого он подошел к каменному возвышению в центре пещеры, высотой около 15 сантиметров, и сел, скрестив ноги, позволяя серебряному пламени самостоятельно расплавить кусок металла. В жарком пламени все узоры на поверхности куска дендробиума золотой эссенции начали испускать золотое сияние, но он не проявлял никаких признаков плавления. Хань Ли лишь мельком взглянул на него, прежде чем закрыть глаза, чтобы отдохнуть. 7 дней и 7 ночей спустя. Серебряное пламя все еще бушевало в очаге, и к этому моменту кусок дендробиума золотой эссенции уже стал багровым. Он был похож на тающий кусок льда, и с него стекали капли расплавленной золотой жидкости. Под ним находился черный каменный флакон, вдвое больше предыдущего, который собирал все капли расплавленной золотой жидкости. Только через сутки кусок дендробиума золотой эссенции полностью расплавился в жидкость. Хань Ли открыл глаза и шагнул вперед, чтобы забрать черный каменный флакон, а затем отправил в очаг еще один кусок дендробиума золотой эссенции. 3 месяца спустя. Внутри пещеры Хань Ли стоял рядом с очагом, держа в одной руке книгу с обложкой из шкуры зверя. Он читал книгу с сосредоточенным выражением лица, а указательным пальцем другой руки что-то чертил в воздухе. На каменном возвышении рядом с ним были разбросаны несколько тысяч желтых страниц, и на каждой из них была изображена серия очень странных узоров. Узоры на листах бумаги ближе к низу были очень плотными и хаотичными, но чем ближе к верху, тем более тонкими и упорядоченными они становились. Узоры на 4 листах бумаги наверху были уже очень сложными, напоминая 4 больших круглых цветка. Единственная часть каменного возвышения, которая не была заполнена листами бумаги, находилась в верхнем левом углу, и там стояло около дюжины флаконов разных размеров, содержащих все духовные жидкости, необходимые для предстоящего усовершенствования мечей. Помимо времени, которое он потратил на изготовление этих духовных жидкостей, Хань Ли все остальное время посвятил изучению техники плавки мечей, описанной в книге, которую он держал, а также практике сопутствующих узоров формации. Несмотря на то, что он уже сделал несколько тысяч попыток, он все еще не был удовлетворен узорами, которые он в настоящее время мог начертить. Он не мог отделаться от ощущения, что чего-то не хватает, и именно поэтому он все это время воздерживался от начала процесса усовершенствования. Спустя несколько мгновений Хань Ли отложил книгу и закрыл глаза, погрузившись в глубокие раздумья. Он стоял неподвижно, водя указательным и средним пальцами правой руки по воздуху, как будто все еще визуализируя узоры. Через долгое время его глаза внезапно распахнулись, словно его озарила искра вдохновения, и он быстро направился к очагу. На его руке вспыхнул золотой свет, и появился слой золотых чешуек, мгновенно покрыв вытянутые указательный и средний пальцы. После этого он присел рядом с очагом и погрузил пальцы прямо в один из камней, из которых был построен очаг. Затем он закрыл глаза и избавился от всех лишних мыслей, полностью погрузившись в видение узоров, которые он хотел начертить, и его пальцы начали прорезать камень. Поначалу его пальцы двигались очень медленно, и на то, чтобы продвинуться всего на 2 сантиметра, уходило много времени. Однако затем он постепенно ускорился, и в конце концов его пальцы буквально летали, завершая набор узоров плавными и текучими движениями.
Узор был полностью идентичен тем, что были на верхних 4 листах бумаги, за исключением того, что он был в несколько раз больше и простирался от каменного возвышения вниз, причем большая его часть тянулась по земле. Начертив этот первый набор узоров, Хань Ли на мгновение остановился, чтобы отдохнуть, а затем выдохнул и направился к правой стороне, чтобы повторить тот же процесс. Некоторое время спустя он поднялся на ноги и медленно открыл глаза. Еще один набор узоров был завершен. 2 набора узоров находились в разных положениях, но каким-то образом были связаны, как будто представляли собой единое целое. Хань Ли удовлетворенно кивнул и потер ладони. Сущность огненного ворона вылетел из его тела и превратился в серебряное пламя, которое начало гореть в очаге. Вся пещера наполнилась волнами жара, и Хань Ли взмахнул рукой, выпуская полосу лазурного света. Лазурный свет рассеялся, явив 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя, которые парили в воздухе перед ним, испуская лазурное сияние. Еще одним взмахом руки все зеленые бамбуковые мечи облачного роя были отправлены в очаг. Серебряное пламя в очаге тут же взметнулось вверх, поглощая зеленые бамбуковые мечи облачного роя. Затем Хань Ли сел, скрестив ноги, и начал читать заклинание, складывая странную печать. По мере того, как он продолжал читать заклинание, формация вокруг очага начала гудеть, и 4 столба золотого света поднялись по диагонали вверх, сойдясь в центре очага и образовав золотой световой барьер, который охватил как зеленые бамбуковые мечи, так и сущность огненного ворона. Спустя несколько мгновений Хань Ли растопырил пальцы и слегка поднял обе руки. Раздался звук вынимаемых из флаконов пробок, и вся духовная жидкость из дюжины флаконов вытекла и хлынула в золотой световой барьер. Сквозь золотой световой барьер Хань Ли отчетливо видел, как расплавленный дендробиум золотой эссенции сам по себе разделился и полностью окутал каждый из зеленых бамбуковых мечей облачного роя. Сразу же после этого все остальные виды духовной жидкости также разделились на 72 части и слились с расплавленным дендробиумом золотой эссенции на поверхности зеленых бамбуковых мечей облачного роя. Увидев это, Хань Ли снова закрыл глаза и выпустил свое духовное чувство в золотой световой барьер. Световой барьер слегка задрожал и тут же превратился в пятицветный световой барьер. В то же время 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя также начали ярко светиться пятицветным светом, приобретая ослепительный и эффектный вид. Прошло 2 часа, прежде чем Хань Ли снова открыл глаза. Он открыл рот и выпустил поток зарождающегося пламени. Зарождающееся пламя беспрепятственно прошло сквозь пятицветный световой барьер и слилось с серебряным пламенем внутри. 2 вида пламени тут же соединились и взметнулись вверх огненным столбом, окутавшим все зеленые бамбуковые мечи облачного роя. Внезапно около дюжины летающих мечей начали изо всех сил сопротивляться, выпуская свою ци меча и лихорадочно метаться во всех направлениях. Увидев это, Хань Ли тут же усилил свое духовное чувство, установив тесный контакт со всеми летающими мечами сразу, чтобы немедленно подавить волнение. Я и не думал, что останется еще какая-то упрямая сущность меча, которая не была полностью усовершенствована. Они определенно очень хорошо прятались. Несмотря на этот непредвиденный поворот событий, Хань Ли почувствовал себя довольно удачливым. К счастью, сущность меча проявилась сейчас. Если бы я потерял контроль над своими зелеными бамбуковыми мечами облачного роя во время битвы, то последствия были бы катастрофическими. Сущность меча, которая еще не была усовершенствована, вырвалась из летающих мечей в жарком пламени и быстро распалась. Однако вместо того, чтобы исчезнуть, духовная сила, в которую она превратилась, была поглощена летающими мечами. Тем не менее, Хань Ли все еще не терял бдительности, продолжая управлять комбинацией серебряного пламени и своего зарождающегося пламени, чтобы усовершенствовать 72 летающих меча. Со временем радужная окраска летающих мечей постепенно начала исчезать. 49 дней спустя. Летающие мечи в очаге под золотым световым барьером стали белыми и прозрачными, как лед, и казались почти полностью прозрачными. По сравнению с тем, что было раньше, лезвия всех летающих мечей удлинились примерно на 2 сантиметра и стали намного шире. Хань Ли с бесстрастным выражением лица осматривал эти довольно непривычные зеленые бамбуковые мечи облачного роя и снова взмахнул рукой. Пробка последнего черного флакона на каменном возвышении вылетела по его воле, и белая духовная жидкость внутри вырвалась наружу, хлынула в золотой световой барьер и разделилась на 72 части, каждая из которых капнула на один из летающих мечей, издавая звук, очень похожий на тот, с которым весенний дождь падает на иссохшую землю. Все летающие мечи вздрогнули в унисон, после чего все узоры на их поверхности засветились, и возникли бесчисленные дуги золотой молнии, переплетаясь и образуя миниатюрный лес из молний, который непрерывно потрескивал. И если бы не золотой световой барьер, дуги золотой молнии, скорее всего, вырвались бы наружу и разрушили всю пещеру.
Друзья, эти главы — чистый прагматизм выживания. Хань Ли знает, что за ним охотится золотой бессмертный Гудзе, чья жестокость за гранью. Он сажает души в зараженную почву на вечные муки. И только вмешательство Цилинь-3 спасает ситуацию. Вместо паники он строит запасной выход на 100 лет, формацию из древесины сдерживания молнии для телепорта в море гроз. Потом разбирается с фиолетовой шкатулкой, обезвреживает самоуничтожение священной осью мантра, замедляя время, и получает 7 рецептов редчайших земных пилюль плюс загадочную нефритовую табличку. Сущность огненного ворона превращает его котел в серебряный, и он 12 лет штампует пилюли в изоляции, а потом 49 дней перековывает 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя с нефритом облачного сияния и дендробиумом золотой эссенции и выгоняет скрытую мятежную сущность, которая могла бы убить его в бою. Но тревожно, задания Цилинь-17 исчезли, табличка не поддается сканированию. Готовлю следующие главы, увидимся.